Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из PrestaShop в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из PrestaShop в другие системы. Например, в Google Sheets ввести учет новых заказов из PrestaShop удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PrestaShop. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт PrestaShop к системе Apex Drive. Необходимо указать вашу версию PrestaShop, доменное имя, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в личный кабинет PrestaShop и в разделе «Расширенные параметры» веб-службы сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Для данной системы настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные из PrestaShop. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Переходим в Google таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление.
Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!